На данный момент коллекция оценена в 2 миллиона евро, это около 138 миллионов рублей. О странном мальчике из Москвы, который ходит по помойкам и собирает различные старинные экспонаты. Всем большой привет, с вами Наталья Ксенчак. Я недавно наткнулась на очень интересную книгу Александра Васильева, она называется «Я сегодня в моде», где историк моды отвечает на 100 вопросов о моде, о себе. Кстати, о своей коллекции речь сегодня пойдет именно о ней. Очень советую почитать всем тем, кто интересуется творчеством Александра Васильева. Лично я его обожаю, потому что это один из немногих людей, кого действительно интересно читать, кого можно посмотреть на ютубе. История коллекции Александра Васильева. Александр Александрович Васильев – русский и французский историк моды, искусствовед и коллекционер. Его коллекция хранится во Франции и пополняется на протяжении уже 30 лет. Состоит она из более чем 50 тысяч экспонатов, а значительную часть коллекции составляют фотографии и живопись, и в особенности с историей русского зарубежья. Но коллекция никогда не возникает сама по себе. Об истоках ее зарождения Александр Васильев рассказал в своей книге «Я сегодня в моде». По словам самого Александра Васильева, его не хотели в свое время брать в комсомол из-за страстного увлечения коллекционированием, которое передалось ему от родителей. Мама, актриса театра, коллекционировала все свои наряды, украшения, платья, в которых она выступала, а отец собирал различные предметы необычных форм и старинные изразцы. Маленький Саша Васильев в возрасте 10-12 лет собирал спичечные коробки из разных стран мира, и у него собралась огромная коллекция. В 60-е, 70-е годы СССР переживала, можно сказать, счастливое время, когда большое количество советских граждан наконец переезжали из коммуналок в свои собственные квартиры, которые были в домах, которые мы называем хрущевки. И так как люди переезжали из старой жизни в новую, они не хотели брать с собой старые вещи, поэтому они просто выкидывали на помойки разные старинные предметы. Предметы эти были антикварные, многие очень высоко ценятся до сих пор, но тогда люди, к сожалению, не понимали ценность. И, как говорит сам Александр Васильев, в человеке живет сила разрушения. Мы всегда рушим то, что создавали. Мы лучше сначала разрушим храм, потом отстроим новый, чтобы войти в новую жизнь без бремени старого. Александр Васильев собирал все интересные экспонаты, и одежду, и какие-то зонтики, и другие аксессуары, и даже фотоальбомы. Некоторые из них он продавал в театры и киностудии. Когда Александру Васильеву было 15 лет, про него сняли фильм для болгарского телевидения о странном мальчике из Москвы, который ходит по помойкам и собирает различные старинные экспонаты, реставрирует их. Кстати говоря, этот мальчик ходил в цилиндре, в перчатках и с тросточкой, собирал объявления по сточным трубам, ходил по разным бабушкам. Первое платье он купил за 10 рублей, это было платье из сиреневого фая 1886 года из приданного купчихи. На данный момент коллекция Александра Васильева состоит из более 3000 платьев, которые датируются 18-19 веками, около 7000 аксессуаров различных и обуви. Эта коллекция настолько большая, что она не помещается в обычном каком-то помещении, поэтому Александр арендует склад под Парижем. Этот склад соответствует всем нормам для того, чтобы вещи сохранялись в хорошем состоянии, ведь старинные, особенно текстильные изделия, они очень хрупки, они требуют того, чтобы было темно, сухо, а меха вообще нужно хранить при низкой температуре. Все эти требования соблюдены именно вот в этом хранилище. На данный момент коллекция оценена в 2 миллиона евро, это около 138 миллионов рублей.
но коллекция постоянно расширяется. Александр Васильев до сих пор ходит по блошиным рынкам, ищет вещи на аукционах, и также ему присылают какие-то предметы поклонницы. Еще один интересный факт. Однажды Николь Кидман попросила у Александра Васильева платье для съемки в фильме «Леди из Шанхая». Александр Васильев, конечно, отказал, потому что, во-первых, платье впитывает пот, во-вторых, это слишком хрупкое создание, как мотылек, оно готово рассыпаться буквально в каждую минуту, ну и в-третьих, тогдашние фигуры, конечно, не соответствовали сегодняшним фигурам, потому что тогда у женщин были крайне тонкие талии, они с детства носили корсеты, поэтому, к сожалению, Николь Кидман он отказал. Но самое интересное, что Александр Васильев действительно с детства собирал по крупицам, с большим трудом свое детище, эту коллекцию. Узнавать историю моды из его уст – это очень увлекательно, очень интересно. Не зря Александр Васильев стал первым историком моды в России, первым, пожалуй, просветителем в области моды. Спасибо ему большое за это. Я надеюсь, вам понравилось это видео, вы узнали какие-то интересные факты. Поэтому обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем до встречи. Пока!